В этой части Far Cry мы переместимся на 10 тысяч лет назад, в то время, когда наши предки жили в пещерах и охотились на мамонтов. Кстати, именно этим мы сейчас займемся. Меня звать Такар, и мы с моими братишками из племени Винджа не есть мясо уже много солнц. И вместо того, чтобы достойно сразиться с большим мамонтом, типа этого, мы как подлые керисы решили завалить самого мелкого, чтобы не рисковать. Но карма, знаете, такая штука, долго ждать ее не приходится. К нам наведался вот этот парень и решил показать нам, кто тут самый жесткий мазафакер на районе. Нам с братишками, чтобы опиздюлиться, много времени не потребовалось, поэтому, глядя на ситуацию со стороны, мы с этим вот чумбой решаем прыгать. Долго и больно летим со скалы. Оказавшись внизу, обнаруживаю, что я приземлился более удачно, чем мой братишка. И последние его слова были: померил я температуру, вот смотри, температура 36,7. Ну, повышенная чуть-чуть. Но я чувствую, что у меня уже все. Конец. Ладно, если без шуток, то последнее его наставление было, чтобы я нашел Урус, земли наших братьев племени Винджа, племени которого мы и являемся. После этих слов я соорудил ему могилу из подручных средств и отправился искать Урус. Днем я охотился на животных, а ближе к закату решил, что мне пора на ночлег. Ближайшая пещера показалась мне подходящим местом, но как же я ошибался. Уже судя по этой картине, можно было предположить, что ночь в этой пещере обещает быть длинной. Однако были и хорошие сюрпризы в этой пещере. Например, приятное общество в лице этой милой женщины. Но мои планы на романтический вечер были перечеркнуты этой псиной. Я, естественно, как истинный джентльмен, защитил девушку от обидчика, и после скоротечной прогулки мы выбираемся из пещеры. Красавица представилась, что ее зовут Сейла, и, показывая на окрестности, сообщает, что это и есть тот самый Урус. У нее, кстати, есть своеобразное хобби, она отрезает и коллекционирует ушки врагов вражеского племени Удам. После знакомства мы решили долго не затягивать с нашими отношениями, и она сразу же пригласила меня к себе домой. Накормила, напоила, в жилетку поплакалась, говорит, что у Винджа больше нет дома, что племя Урус убили всю ее семью, поэтому моя цель — собрать людей, возглавить сильное племя Винджа и уничтожить Удам. А пока приходится решать повседневные бытовые дела. У моей малышки открылась сильная рана от укуса тигра, поэтому мне нужно найти нужные травы и вылечить свою женщину. С этой задачей я, естественно, справился без проблем, и мы занялись лечением и одновременно подготовкой к брачным играм. Сегодня мы практикуем позу Doggy Style и кляп во рту. По глазам вижу, что ей стало гораздо лучше, а значит я отправляюсь на поиски других Винджа, чтобы привести их в пещеру и создать могущественное племя. Первым, кто мне попался, это шаман Тисней. Он сразу понял, что я избранный, и приготовил мне забористый напиток из крови крысы, порошка и говна мамонта. По словам шамана, этот божественный напиток должен дать мне силу. Я словил приход, в котором иду сквозь разных зверей, но интересует меня только лишь сова. Ее поймать сложнее всего, но в конце концов я сумел приручить и ее. И тут я возвращаюсь в сознание, шаман говорит: ну все, пиздец, сова сказала, что ты ее хозяин, а значит теперь ты можешь приручать зверей. И действительно, теперь я могу приручать кошек, собак, волков и даже мамонтов. Деревня потихонечку приобретает жилой вид, но при этом привлекает внимание. Из-за этого внимания к нам пожаловали гости из соседнего села Удам. Коротко и ясно, их вожак по имени Ул четко дал мне понять: либо вы завтра отсюда съебываете, либо мы придем и наваляем вам по самые помидоры. Но я, как лидер своего племени, естественно, отступать не собирался. И на следующий день мы уже ждали гостей с распростертыми объятиями и дали им жесткий отпор, заставив их вожака бежать со всех ног. Но мою женщину не устраивает такой расклад, поскольку она очень сильно хочет себе ушки этого вожака. Поэтому с ним мне еще придется встретиться, но это чуть позже. А сейчас я отправляюсь дальше на поиски потенциальных жителей нашей деревни. Следующий, кого мне удалось найти, был вот этот брутальный парень по имени Каруш. Он действительно очень сильный и жаждет мести убить некого Мога, который забрал его глаз и его сына. После нашего знакомства мы с ним раскидали еще пару десятков удом и пришли к соглашению, что он будет полезен нашей деревне, обучая мужчин сражаться, а я помогу найти ему того самого обидчика Мога. А вот следующий персонаж, которого мне удалось найти, запомнился мне особенно.
Mare Buddha! Winja! Nein! Musto na Winja! Adijam Shanti, Maikatsu Tagata, Udam Warwai, Smarka, Майка. После того, когда он меня обоссал, я нашел выход из его ловушки, в которую я попал. И проведя с ним воспитательную беседу, хоть мы и сумели договориться, но прозвище обмоченный стереть со своего имени у меня уже не получится никогда. И если обратить внимание, то можно заметить, что у него нет руки. И он называет Удом поедатели рук. Соответственно, можно догадаться, куда делась его рука. Он показал мне камень, очень крепкий, из которого можно делать сильное оружие. Название этого камня он запатентовал как кровь Уруса. И только он знает, где его найти. Тем он и будет полезен в нашей деревне. Ночью в лесу я натыкаюсь на лучницу и ее двух охранников. Она сразу распознала, что я из племени Уинджа, осмотрела меня и говорит: «Ты молодой, но громкий, потому что у тебя ноги, как у мамонта». Эта шутка очень понравилась ее куколдам. Говорит: «Мы тут, значит, выслеживаем медведя уже 2 суток, а ты нам все испортил». А я говорю: 2 суток на одного медведя — это очень много. Хуйней занимайтесь. Я покажу вам, как нужно выслеживать медведя профессионально. Ну и после этого я завалил медведя, тем самым завоевал уважение этой властной женщины. И, соответственно, завербовал ее в свою деревню. И вот, когда наша деревня пополнилась достаточным количеством и качеством жителей, мы готовы начать тотальную доминацию над соседними племенами. И недолго думая, мы решили захватить аванпост Удом. Мы без особого труда разгромили аванпост, но вожаку снова удалось сбежать. Однако мы взяли в плен его правую руку здоровяка по имени Да. Да, пизда. Он был нужен живым для того, чтобы помочь племени создать бомбы из гнилостого яда. Вдыхая этот яд, разум врагов одурманивает блажь, и они начинают убивать друг друга. А также он поможет нам создать противоядие, что позволит нашему племени пройти в те земли, которые огорожены гнилостным ядом. Что-то вроде колючей проволоки того времени. Мои земляки были не в восторге от того, что я привел врага к нам в деревню. И стоило мне только уйти, как они решили устроить ему теплый прием. Ну а если точнее, то они решили его прикончить. Причем они попытались сделать это очень оригинально, привязав его в яме, которая постепенно наполнялась водой. Я, как лидер этого племени, беру инициативу на себя. Ныряю туда, затыкаю все щели, куда просачивается вода, и спасаю нашего гостя. После того, когда выхожу, даю понять всем инициаторам этого действия, кто еще раз попытается за моей спиной провернуть что-то подобное, получит хорошенькой пизды. И говорю им, что я здесь вожак, и я решаю, кому здесь жить, а кому умирать. Я решаю, кому жить, а кому умирать. Я. Также наш гость пожаловался на головные боли, говорит, что внутри его головы горит огонь, и чтобы его потушить, я должен голова его открыть и огонь тушить. Ай, блядь! Да. Такар. Хаташа. Мои навыки как лидера, вожака и охотника возросли до неимоверной силы. Настолько, что я решаюсь пойти в ту самую пещеру, где на нас в начале игры напал саблезубый тигр. И направляюсь я туда не для того, чтобы его убить, а чтобы его приручить. Оказывается, чтобы приручить его, нужно было сначала хорошенько отделать его, чем я, собственно, и занялся. И после недолгих дрессировочных процедур он сдался и подчинился моей воле. Теперь это мой верный друг по кличке Кровавый Клык. Стоило нам только почувствовать безопасность, что Удом нам больше не угрожает, по крайней мере пока что. Как неожиданно, беда пришла с другой стороны. Зайдя к шаману, я увидел, что один из наших ребят превратился в стейк в прожарке примерно медиум.
Шаман говорит, что это сделали некие солнцеходы. Они убили и забрали в плен много наших людей, и только этой жареной корочке удалось сбежать от них. И чтобы он не мучился, шаман предпринимает меры. Недолго думая, я беру в руки копье и отправляюсь захватывать аванпост солнцеходов. Времени это много не заняло, и мне удалось взять в плен одного из их сильнейших людей. Его звать Рушани. Он рассказал, что главное у них королева солнца Батари. И чтобы я его не убил прямо сейчас, он сказал, что поможет мне создать оружие, с помощью которого я смогу уничтожить Батари. Поэтому я привожу очередного незваного гостя в нашу деревню. Шаман уже подготовил для меня очередной напиток и говорит, что он поможет мне найти ответ, чего боятся племя солнцеходов. В ходе этого видения мне нужно уничтожить Луну с помощью лука и найти маску, которая имеет название Крати. Именно ее боятся солнцеходы. И, соответственно, моя главная задача сейчас пойти и украсть эту маску. Естественно, прием у меня был не самый радужный. Но, тем не менее, маску мне удалось украсть и чудом выбраться живым. После того, когда я принес маску шаману, он сделал необходимые процедуры для того, чтобы враги боялись сильнее. Ну, по крайней мере, он так сказал и надел мне ее на лицо. Но обсыкают меня в этой игре уже не первый раз, так что мне не привыкать, окей, ладно. Времени на раздумья у нас нет, поэтому прямо сейчас мы решаем напасть на храм Батари. Пройдя сквозь оборону и защиту храма, я встречаюсь лицом к лицу с королевой солнца, после чего долго-долго расстреливаю ее на расстоянии, в конце концов убиваю ее же оружием, то есть огнем. Возвращаясь в деревню с хорошими новостями, меня встречают как настоящего героя нашего племени. Но пока еще не совсем настоящего. Все-таки остается еще одно незаконченное дело по имени Ул. Он и его оставшееся племя забрались далеко на север. Но это не значит, что они больше никогда не вернутся. Поэтому стоит решить этот вопрос кардинально. Мы с Клыком отправляемся на север и находим пещеру, где засели наши неприятели. Вместе с моим шерстяным другом мы раскидываем остатки вражеского племени и в конце концов одолеваем вожака. Умирая, он хотел убить и, так сказать, забрать с собой своего ребенка, но я помог его переубедить, что позабочусь о его детях и чтобы он покоился с миром. Шел свободно. И вот теперь я уже возвращаюсь в деревню с самым настоящим героем нашего племени. Но моя женщина была недовольна, потому что я не принес уши, а вместо этого привел 2 спиногрызов, которых, судя по всему, нам теперь воспитывают. Но зато шаману детишки понравились. Обожаю! Обожаю! Wenjai, Palhuman Sidaf Pataka. No udam winja duaya. Put Shlawata. Tanhi Tushish. Ay Khuspa Marwa Winja.